Сергей, скажите, каково состояние астрономии и космологии на современном этапе развития? Современный этап характеризуется тем, что имеется некоторый кризис, поскольку теория, которая справедливо считается самой значительной теорией современности науки, это общая теория относительности, она, к сожалению, нехорошо говорить, не справилась, но встретилась с затруднениями на определенном масштабе своих приложений, именно на галактическом масштабе. Это с этого все и началось примерно 40 лет назад. А тогда, когда потребовалось ввести понятие темной материи, а не так давно, 10 лет назад, темной энергии, эти величины изначально в теории отсутствовали. И попытки, которые теперь вспомнили, когда Эйнштейн сам пытался применить свою теорию для космологии, связанную с введением так называемого космологического члена, привели к тому, что сейчас наука стала чрезвычайно формальной. Вот эта астрономия и космология базируются на формальных решениях уравнений Эйнштейна. Несмотря на то, что вот тех самых материальных носителей этих понятий, которые соответствуют словам темная энергия и темная материя, их не найдено. Они не найдены. Поэтому занимается изучением математической модели в большей степени, чем следовало бы. Получилось так, что астрономия и теоретическая физика одно время было сошлись очень удачно на масштабе планетных систем, но впоследствии, когда появились точные решения, так называемые, этих уравнений Эйнштейна, они привели впоследствии к тому, что теперь в астрономии, в астрофизике, в космологии оказалось много понятий, которые они были названы темными, но, на мой взгляд, очень удачно. В том смысле, что с ними не все ясно. И поэтому сейчас ситуация развивается таким образом, что либо мы реально сумеем найти носителей этих понятий, например, какие-нибудь частицы темной материи, там, ксионы такие упоминают в этой связи. И тогда все хорошо, мы преодолеем этот кризис в одну сторону. Либо удастся модифицировать теорию Эйнштейна. Такие попытки предпринимались, и тогда от этого придется отказаться, а это в настоящее время мейнстрим науки. И, в общем-то, на это тратить средства, силы, школы научные существуют. То есть есть некий кризис, есть некая такая, как говорят, бифуркация, вилка, разделение путей. Мы стоим в точке бифуркации. Как же мы попали в эту точку? Каким путем развивалась наука о гравитации? Возможно, история даст нам ответы на эти вопросы. История науки о гравитации делится на несколько этапов. Первый – это был период до Эйнштейна. С давних времен люди интересовались, почему предметы падают на Землю. Как получается, что Земля и планеты вращаются вокруг Солнца. Первую теорию гравитации, которая связала закон тяготения и законы движения планет, создал Исаак Ньютон в XVII веке. В своем основном труде «Математические начала натуральной философии» Ньютон вывел закон тяготения, основываясь на эмпирических законах Кеплера, известных к тому времени. Оказалось, что этот закон позволяет с достаточной точностью объяснить и предсказать движение небесных тел, и до Эйнштейна никаких принципиальных поправок к указанной модели не понадобилось. Была одна заковыка небольшая, которая беспокоила. Меркурий двигался не так, как хотелось бы. Вместо того, чтобы честно летать по орбите, он по этой орбите летал не по эллипсу, а по розетке. Этот эллипс поворачивался вокруг Солнца своей большой полуосью. Можно было бы счесть это влиянием других планет, но когда это все учли и честно подставили в уравнение, то получилось, что не хватает. Чего-то не хватает. Это что-то было очень маленькой величиной. 43 угловых секунды за 100 лет поворот. Собственно говоря, на этом кончилась доэйнштейновская эпоха. Второй этап развития науки о гравитации начался в начале 20 века, после создания Эйнштейном общей теории относительности. На рубеже веков актуальной была проблема совмещения механики Ньютона и электродинамики Максвелла. Эйнштейн решил ее, опираясь на постулат о неизменности скорости света и новое понимание принципа относительности. Возникшая теория касалась инерциальных систем, и попытка обобщить ее на ускоренные движения привела к пониманию эквивалентности сил инерции и сил гравитации. Одновременно укреплялось представление о четырехмерном неевклидовом пространстве времени, введенное Минковским. Эйнштейн использовал его при построении обобщенной теории. В результате физическая теория гравитации приобрела математическую, геометрическую природу.
Результаты ошеломили. У орбиты Меркурия нашлись те самые недостающие 43 секунды. Расчетный угол отклонения луча в гравитационном поле массивного тела совпал с измеренным. Предсказанное гравитационное красное смещение было обнаружено. Как только это произошло, математики почувствовали запах крови. Они поняли, что им есть место в этом мире. И, естественно, принялись за решение уравнений, которые до той поры они не встречали. Поэтому, когда возникла теория относительности, то тогда математики приложили свои умения и понимание строгих установок задач вот к этим самым уравнениям. И началось. Набралась целая куча, там известно, если взглянуть в Википедию, там штук 30 можно найти разных теорий гравитации, которые возникли вот таким вот образом. И многие из них, 5-6 наверняка, совершенно нормальные теории, они пригодны. Но они хуже, чем теория относительности Эйнштейна, описывают то, что мы наблюдаем. Возникали различные идеи, многие из которых казались естественными. На фоне классической теории появлялись точные решения, ярким примером которых является решение Фридмана. Фридман решил уравнение чисто формальным образом, очень остроумно. Между прочим, Фридман Александр Александрович, боевой летчик Первой мировой войны, кстати сказать. Потом работал у нас в Петербурге в Лесотехнической академии, на кафедре физики, занимался метеорологией. Вот. И когда он написал эту свою статью, Эйнштейн сказал, что это формалистика. И оно было формальным решением до 1929 года, когда Хаббл обнаружил красное смещение. Дальние галактики, удаленные галактики, оказались со спектрами, которые все были смещены в красную сторону. Немедленно пришло в голову, что это эффект Доплера. И раз так, то тогда решение Фридмана получило мощную наблюдательную поддержку. Вот тогда мы переселились в расширяющуюся Вселенную. Возникла идея о большом взрыве, которая потом была подтверждена всякими реликтовыми излучениями, рядом наблюдательных вещей. Хотя я считаю, что тут еще точка не поставлена. Хотя это, естественно, очень мощная теория. Полезно напомнить, что в начале 20-х годов прошлого века все, включая Фридмана и Эйнштейна, жили в вечной и неизменной Вселенной размером с Млечный Путь и не подозревали о существовании других галактик, которые считались просто туманностями. И лишь когда существование галактик в результате ожесточенных споров между астрономами было уже признано, а Хаббл обнаружил связанное с ними красное смещение, решение Фридмана было использовано для интерпретации этих наблюдений. Важно отметить, что сам Хаббл назвал доплеровский эффект причиной наблюдаемого смещения частоты лишь во вторую очередь, а в первую предположил наличие гравитационного красного смещения, соответствующего релятивистской модели Вселенной де Ситера. Эйнштейн не зря не поверил. Эйнштейн всю свою жизнь утверждал: я физик, и, пожалуйста, меня своей математикой не озадачивайте особенно. И многие, кстати, норовят ему это лыко в строку записать. Вот. Короче говоря, Фридман был первым, но не единственным, кто потом увлекся математизированием. Третий этап развития науки о гравитации начался в конце 70-х годов 20 века. К этому моменту технические возможности существенно возросли, что позволило получить новые наблюдения, которые ранее были недоступны. Скажите, откуда взялись известные темная материя и темная энергия? Ведь раньше этих понятий не было. Тут ситуация развивалась вот как. С течением времени росли технические возможности, и, наконец, народ научился измерять следующее. Рассмотрим спиральную галактику. Это такой диск, который имеет рукава. Это все крутится. Это примерно плоская система. И техника позволяет сейчас измерить скорости движения звезд по орбите вокруг центра галактики. И формула устроена так, что с ростом r скорость спадает в ноль. Это следует из обычной ньютоновской физики. Точно так же это следует из законов, из формул, из уравнений Эйнштейна, из разрешения Шварцшильда, чего хотите. В общем, это естественное предположение, что чем дальше, тем скорость все медленнее, медленнее, и все ноль, в конце концов. Когда их померили реально, эти скорости вышли на константу. То есть расстояние от центра галактики растет, а скорость звезд остается одной и той же. Вот почему. Константа присутствует, и она совсем не ноль. Порядка 400 км в секунду. На минуточку. Вот. И стали думать, откуда это все могло произойти. Это произошло примерно лет 40 назад. Эти наблюдения были сделаны, значит, в 70-е годы прошлого века. Измерения такие были проведены. И народ схватился за перо в попытках найти, либо модернизировать теорию, либо найти ошибку, либо что-нибудь такое сделать. И
стало понятно, что уравнения общей теории относительности не справляются с этой ситуацией. Производились многочисленные попытки модернизировать классические уравнения общей теории относительности. В конце концов, сошлись на том, что для описания этих наблюдений необходимо в уравнение поля добавить дополнительное слагаемое, поправку, которая будет соответствовать дополнительной, хоть и ненаблюдаемой массе. Введение этой поправки и стало тем поворотным пунктом, когда возник термин «темная материя». Тогда прикинули, а сколько там должно быть этой материи, чтобы получилась такая кривая, как мы наблюдаем? В 5 раз больше, чем светящейся материи. А какой радиус ее распределения, чтобы получилось так, как мы наблюдаем? Тоже в разы больше. То есть вот как возникает идея темной материи. То есть мы должны внести в уравнение поправку к массе, к распределению массы, такую, чтобы получилось на выходе то, что мы наблюдаем. Материя темная, мы ее не видим нигде. В электромагнитном диапазоне ее нет. Что такое электромагнитный диапазон? Она либо светится, либо, наоборот, поглощает свет. Ничего этого нет. Мы в галактике видим только светящиеся объекты, которые звезды. Ну и межзвездный газ, там вещество, которое там поглощает, излучает все на свете. Но ничего такого, которое связано с таким гигантским количеством массы дополнительно, этого нет. Поэтому материя темная. Но она объясняет эти кривые. И вот вопрос. Что же это такое за материя? Если она ничего не поглощает, не излучает, это не наша материя, это не барионная материя, с которой мы привыкли. Это материя особого рода, особая субстанция, неизвестная нынешней науке. Вот как она возникла. Это что касается темной материи. А теперь темная энергия. Да, Хаббл, помимо того, что он обнаружил этот эффект, он нашел и зависимость, как меняется красное смещение с удалением от нас. Чем дальше от нас расположена галактика, тем больше красное смещение. И получился линейный закон. 10 лет назад вдруг обнаруживают отклонение от этого закона. Отклонение этого закона означало, что скорость, с которой расширяется Вселенная, постоянной не является. А Вселенная оказалась ускоряющейся в своем расширении. Мы знаем у нас только гравитацию, которая притяжение. А тут-то все эти гравитирующие массы друг от дружки с ускорением летят. Значит, их что-то отталкивает. Что? Энергия. Какая? Очень темная. Какая? Вот такая. И вот вам результат. Поскольку у нас имеется E равно mc квадрат, то мы можем пересчитать энергию в массу, чтобы в неких одинаковых единицах все выражать. И теперь прикинуть содержание того мира, в котором мы живем, с точки зрения процентов. Эти проценты такие. 70% массы всего нашего мира – это темная энергия через E равно mc квадрат. 26% – это темная материя. 4% – это все эти замечательные звезды, которые ночью можно обнаружить. Вот так обстоят дела. Плоские кривые вращения спиральных галактик были наиболее выраженной, но не единственной проблемой, с которой столкнулась теория относительности Эйнштейна на галактическом масштабе. Так, например, когда предсказанные гравитационные линзы были обнаружены в наблюдениях, оказалось, что многие из них дают в несколько раз большее преломление, чем это требует теория. Предположили, что и это преломление также вызвано присутствием темной материи. Однако темная материя никак не проявляет себя в законе Талли-Фишера, который является обобщением наблюдений. В соответствии с ним, светимость спиральной галактики прямо пропорциональна четвертой степени орбитальной скорости. Но эта скорость определяется всей массой галактики. Значит, она должна включать и массу темной материи. Почему же в законе Талли-Фишера достаточен вклад только обычной материи, создающей светимость? Да и в нашей собственной галактике, которая также является спиральной, нашлись загадки. Шаровые звездные скопления, обращающиеся вокруг центра галактики, почему-то преимущественно находятся вблизи этого центра, в то время как закон Кеплера требует, чтобы они преимущественно располагались на периферии галактики. Может ли темная материя обеспечить такое поведение, непонятно. А были ли альтернативные варианты решения? Альтернативные решения не справились. То есть не удалось модифицировать теорию относительности так, чтобы она описала то, что мы наблюдаем. А теория, которая обошлась без такого обобщения, теория Монт, без темной материи, которая обошлась, она волюнтаристская, она не фундаментальна. Такова ситуация на сегодняшний день. И мейнстрим занят тем, что обсуждают проявление темной материи на разных масштабах, в галактиках, во Вселенной, даже на уровне планетных систем, ищут, рассчитывают, пытаются узнать, описывают свойства того, чего наблюдать пока мы не можем.
Вот так обстоят дела. Сергей, в чем вы видите решение этой проблемы? Какой выход предлагаете? Вот теория относительности называется так потому, что в ней имеется принцип относительности. Там вообще-то имеется два фундаментальных принципа. Принцип относительности и принцип эквивалентности. Принцип относительности состоит в том, что все физические явления происходят одинаково при описании их в любой инерциальной системе отсчета. А принцип эквивалентности состоит в том, что у нас нет экспериментальной возможности различить действие сил инерции и сил гравитации в данной точке локально. Для того, чтобы попытаться как-то сдвинуться с вот этого загадочного места развития науки, надо присмотреться к тому, что означают эти принципы. Посмотрим на то, можно ли применить принцип относительности к описанию такого явления, такого объекта, как галактика. Но даже до этого, как только я обнаруживаю, что у меня имеется закон гравитации, что все тела притягиваются, я немедленно понимаю, что никакого равномерного прямолинейного движения не существует. Его нет. Не может быть равномерного прямолинейного движения потому, что у нас есть гравитация, которую не выключить. Это не зарядить тело и разрядить его в электричестве. Это гравитация, которую не отключить. Короче говоря, значит, когда мы говорим все это применительно к ситуации на Земле, к лабораторной физике, то тут все в порядке. Когда мы говорим это в применении к Солнечной системе, это тоже хорошо. Еще хорошо, потому что масса планеты гораздо меньше массы Солнца. Мы можем отвлечься от таких вещей, но как только мы начинаем говорить о соизмеримых массах, например, 3 звезды, сразу получаем задачу 3 тел. N тел. Все летит. Никакого равномерного прямолинейного движения нет. И это означает, что принцип относительности не работает. Та математика, которая была для него создана, выполняется приближенно. Это раз. Это не все. 2 состоит в следующем. Представим себе такую ситуацию. Имеется N частиц, много частиц, вроде газа. Эти частицы между собой все взаимодействуют. И они летают в пространстве. Как-то так. Взаимодействие между собой. Мы не знаем как. Наблюдатель находится на одной из таких частиц. И все, что он может делать, это наблюдать частицы, которые движутся вокруг него. Как он найдет закон взаимодействия? Он не может его найти. Потому что он не знает, вот та частица движется из-за чего, на которую он смотрит. Из-за того, что вокруг нее там 1, 2, 3 частицы, или, может быть, это он движется так, что относительное расстояние меняется. Ну и последнее замечание, касающееся принципа относительности, состоит в том, что как только мы начинаем строить общую теорию на базе специальной теории, а в специальной теории относительности инерциальной системы отсчета, как только мы начинаем вносить какие-то обобщения, мы должны быть готовы к тому, что мы строим наше обобщение на базе несуществующего объекта. Это значит, что в обобщении может появиться все, что угодно. К этому нужно быть готовым. Вот. Что и произошло в итоге. А с принципом относительности все оказалось не так просто, как казалось. А вот с принципом эквивалентности все гораздо лучше. Это совершенно честный принцип, без всяких особенностей, состоящий в равенстве инерциальных сил, сил инерции и сил гравитации. Его можно просто проверить. Так ли это? Вопрос. Люди проверяют со времен Эйнштейна. Вот Этвиш первый опыт провел. Потом эти опыты усложнялись, уточнялись. Сейчас уже с точностью до 10 в минус 13. Мы знаем, что гравитационная масса, инертная масса равны с точностью до 10 в минус 13. То есть это экспериментально проверяемый факт. Это означает следующее. Если я хочу строить теорию гравитации по-честному, то мне нужно начать с принципа эквивалентности, потому что с ним все в порядке, а с принципом относительности мне нужно действовать очень аккуратно, чтобы не возникло чего-то, чего я не предусмотрел. Например, никакого мира, в котором есть равномерное прямолинейное движение, сразу, чтобы не возникло. Чтобы я нашел, где он есть, этот мир, когда у меня уже будет теория. То есть, построив общую теорию относительности, перейти к специальной можно, и это будет надежно. А идти от специальной к общей нужно чрезвычайно аккуратно. Возможно, тут-то и зарыта собака. То есть, по крайней мере, в той деятельности, которой я занимаюсь, это привело к совершенно недвусмысленным результатам и позволило справиться с некоторыми проблемами. Так вот, если я начинаю с принципа эквивалентности, то тогда я обращаю свое внимание, а также ваше, на то, что силы инерции могут зависеть от скоростей. Сила Кориолиса, на карусели там люди катаются, колесо смеха, там садишься в центре, тебя сносят по кривой траектории, все такое.
Сила инерции зависит от скоростей. Но сила гравитации. Никто про это никогда не говорит. Какие скорости? Я вас умоляю. В электродинамике, там да. Там от скоростей есть зависимость. Там есть электрическое поле, есть магнитное поле. В гравитации нет. Но вообще-то говоря, мы должны быть готовы к тому, что гравитация может зависеть от скоростей. Я это должен в теорию заложить изначально, если принцип эквивалентности справедлив. А уж когда я построю теорию, основанную вот на этом предположении, я посмотрю, что из этого получится. Надо проверить. Обычная теория относительности, она еще называется геометродинамика. Этот термин ввел Уиллер, такой замечательный ученый, который умер несколько лет назад. А здесь получается анизотропная геометродинамика. Потому что появилась зависимость от направления в каждой точке. Теория относительности, она теория относительности, потому что там правит принцип относительности, а здесь правит принцип эквивалентности. Поэтому это будет теория эквивалентности. Не слишком привычный термин, но точно отражающий суть. Значит, то, что называется анизотропной геометродинамикой, можно смело называть теорией эквивалентности. Как это часто бывает в России, монография Сергея Сипарова «Введение в анизотропную геометродинамику», в которой изложены основные положения и результаты обобщенной теории эквивалентности, издана за рубежом в издательстве World Scientific. В книге дан анализ причин, приведших к современной ситуации. Построена теория эффекта, которая позволит проверить рассматриваемую теорию, и обсуждены первые результаты соответствующих наблюдений. Что же это дало? Каковы основные особенности теории эквивалентности? Что происходит теперь, когда у нас появляется вот эта самая анизотропная геометродинамика или теория эквивалентности? Раз возникает зависимость от скоростей, такая ситуация в науке тоже уже встречалась. Ее удобно описывать в терминах так называемого фазового пространства. Строить фазовые траектории. Это вот что такое. Рисуем график. На одной оси отложена скорость вдоль некоторой оси, а на другой оси отложена координата вдоль этой оси. И вот посмотрим, как тело движется. Оно принимает различные координаты, имеет различную скорость, получается траектория фазовая. Что-то там такое получается. Теория турбулентности – это прекрасно работающий этот подход. Такое пространство, между прочим, будет шестимерным. 3 координаты и 3 проекции скорости. И никого это особенно не волнует. Все понимают, что это удобный формализм. При переходе к теории эквивалентности мы должны начать описывать нашу физическую реальность не 4 координатами пространства и времени, как было до этого, а 8. Каждой координате соответствует ее скорость. Это будет формальный 8-мерный объект. Причем интересно, что одна из его координат будет константой. Потому что когда мы ct поддифференцируем под ct, мы получим единицу. И получается, что все события, которые мы описываем в физике, это события в 7-мерном подпространстве 8-мерного пространства. Звучит довольно противно. Точно так же неприятно было людям, когда Минковский предложил им свое четырехмерие. Пуанкаре, не кто-нибудь, великий ум, отказался от этой идеи, потому что казалось, что сложно. Но история показала, что очень плодотворный подход. Все прекрасно сложилось, у теории относительности возникли классические тесты. Орбита Меркурия объяснилась тут же, чему Эйнштейн просто радовался как ребенок, о чем сам написал. Что никогда не испытывал большего потрясения, чем когда не получил эти 43 секунды, решая свои уравнения. Это результат использования нового формализма. То есть то, что мы переходим в этот довольно странный 8-мерный мир, фазовое пространство-время, оно пугает, но если не испугаться, то все получится. Вот и получилось. Значит, когда я это сделал, то первый шаг, который был предпринят, это метрика, метрический тензор, который зависит от скоростей. Это означает, что тот объект, который нужно поставить в основу вариационного принципа, тоже должен зависеть от скоростей. Это означает, что то уравнение, которому подчиняется движение тела, в геометрии это будет уравнение геодезическое, будет другим, не таким, как в обычной теории относительности. Появится поправка. Вот хорошо. Посмотрим, что можно с этим сделать. Сделаем с этим то же самое, что сделал Эйнштейн. Потребуем, чтобы поправка была маленькая. И посмотрим, как она повлияет на все, что нужно. Я прошел по статье Эйнштейна шаг за шагом то же самое, что делал он. Я делал со своей метрикой. И когда эта метрика была проанализирована, этот путь был пройден так же, как Эйнштейн, теми же шагами, буквально шаг за шагом, то в результате получилась плоская кривая вращения.
новое уравнение геодезическое привело к новому уравнению, которое позволило получить плоское кривое вращение, которое и требуется. В дальнейшем оказалось, что и закон Талли-Фишера, который сейчас является эмпирическим, непосредственно следует из нового подхода, и наблюдаемое специфическое поведение звездных шаровых скоплений должно быть именно таким, и гравитационные линзы, в том случае, когда они представляют собой спиральную галактику, ориентированную определенным образом по отношению к наблюдателю, дадут то самое завышенное преломление. И все это не требует существования темной материи. Кроме того, предложенный способ учета зависимости гравитации от скоростей, основанный на принципе эквивалентности, приводит к тому, что по мере удаления источников света от наблюдателя должен наблюдаться линейный рост красного смещения, то есть закон, обнаруженный Хабблом. В качестве бонуса удается предложить объяснение происхождения перекладин в спиральных галактиках, которое пока отсутствовало, а также описать удивительные результаты измерений, недавно полученные космической обсерваторией Гершель при наблюдении центра нашей галактики. Как же теория эквивалентности проявляется в масштабах Солнечной системы? При переходе на масштаб планетных систем теория эквивалентности переходит в теорию относительности, но ясное дело, что поправка сохраняется маленькая. Маленькая, да сохраняется. И это удачно, потому что у нас в Солнечной системе есть эффект, который не находит объяснения в теории относительности. Это эффект пионеров. Космические аппараты Пионер-10 и Пионер-11, покидающие Солнечную систему, они испытывают ускорение несколько больше, направленное к Солнцу, чем это предписано в теории относительности. Никто не знает почему. Ищут разные причины. Я слышал о 14 различных причинах. В общем, в основном, конечно, упирают на технические обстоятельства, но есть ли возможности чисто физические. Ясно, что ни одна из 14 причин не может полностью все это описать, потому что существуют остальные 13. То есть всегда среди этих причин должно быть место чему-то такому, что вот это учитывает, но оно не обязано учесть это в полной мере. Так вот, в теории эквивалентности эффект пионеров присутствует. Он не в точности равен тому, какой он есть, но по порядку величины равен. Поэтому можно сказать, что теория эквивалентности имеет отношение к эффекту пионеров, и это плюс. Так что в Солнечной системе все в порядке. А в масштабах Вселенной? Но в масштабе Вселенной ситуация гораздо интереснее, на мой взгляд. Потому что идея о том, что Вселенная расширяется, возникла в результате, после решения Фридмана или Метра. Она была основана на наблюдениях Хаббла красного смещения, которое было связано с эффектом Доплера, то есть радиального движения Вселенной. Но в этой теории оказывается, что красное смещение, которое мы можем наблюдать в космосе на галактических, сверхгалактических масштабах, имеет то же происхождение, что и так называемое гравитационное красное смещение в теории Эйнштейна, общей теории Эйнштейна. То есть, если у нас объект движется перпендикулярно лучу зрения, то это приводит к возникновению красного смещения. Это означает, что закон Хаббла, который Хаббл получил экспериментально, и мы говорим про эффект Доплера, но это означает, что теория эквивалентности предсказывает закон Хаббла, не связывая его с радиальным движением, а связывая его с тангенциальным движением. То есть для Вселенной характерное вихревое движение в разных масштабах, масштабах галактик, масштабах кластеров галактик, масштабе частей Вселенной. И все это будет приводить к красному смещению тем большему, чем дальше от наблюдателя расположен этот объект. То есть линейный закон в ней уже зашит. Поэтому представления о динамике в эволюции Вселенной с точки зрения теории эквивалентности, во-первых, они могут быть просто альтернативой современному взгляду, а во-вторых, могут быть дополнением. То есть может оказаться, что мы живем не в расширяющейся Вселенной, а просто в таком вихре, разномасштабном турбулентном вихре из космической материи разного уровня. То есть Вселенная все-таки окажется вечной, без всякого большого взрыва. Но это гипотеза, которая преждевременна. Ее нужно подтверждать наблюдениями и расчетами. Существуют ли специфические эффекты, которые предсказываются и могут быть проверены теорией эквивалентности? Специфический эффект должен быть галактического масштаба, потому что эта теория пригодна для ситуации, когда имеется много движущихся масс. Какой эффект мы можем предложить для рассмотрения на масштабах галактики, который бы обнаружил анизотропию? Вот таким эффектом является так называемый оптикометрический параметрический резонанс. Ну, пожалуй, эта тема могла бы служить предметом отдельного разговора. Такие работы уже начались, они ведутся в Пущинской обсерватории, получены первый обнадеживающий результат. Что интересного теория эквивалентности принесет для обычного рядового человека? Кроме еще одной статьи в учебнике. Нет ничего практичнее хорошей теории. В качестве иллюстрации я могу сказать следующее. Вы пользуетесь таким инструментом, как GPS.
Вероятно, вы не подозреваете, что этот прибор использует теорию относительности Эйнштейна. И только теория относительности Эйнштейна позволяет определять точность положения вашего автомобиля такой, какая она получается с помощью этого прибора. Эйнштейн, Альберт наш, не представлял, что теория относительности может поместиться в автомобиле. В то время их было еще мало. Такие вопросы не вставали. А теперь они вот, пожалуйста. Так что может получиться из этой теории? Ну, очевидно, что для навигации космической тут будут все. Но это для рядового человека это мало что означает. Она станет более точной. Навигация станет более точной, да. Вот. Какие последствия дальнейшие, трудно сказать. На самом деле, если окажется, что все это хорошо подтвердится, с разных сторон разные новые эффекты вовлекутся, ничто не мешает привлечь новую геометрию, которая теперь будет не геометрия Римана, как у Эйнштейна, это будет обобщенная лагранжевая геометрия. Ничто не мешает ее привлечь для описания явлений микромира. Там совершенно новые интересные выходы будут. Там могут оказаться и эффекты, которые интересны для народно-хозяйственных применений.